Всем привет! Мы начинаем выкладывать новую картину алмазной мозаикой. Я не выкладывала алмазную мозаику очень и очень давно. Итак, что у нас есть в наличии? В наличии у нас есть мой органайзер со стразиками. Здесь цветов очень мало, если сравнивать с предыдущими моими картинами, где было 50 цветов. Также я подготовила свои любимые инструменты. Нож, пинцет, вот такой вот макарун, где лежит у меня масса для стилуса. Также моя любимая насадка, которая для меня очень удобная, и мой любимый контейнер с узким носиком, которым удобно пользоваться. Ну и, собственно говоря, картина. Да, еще нам понадобится сегодня скотч, вот такой вот декоративный, для того, чтобы подготовить саму картину. Картина это непростая, картина это картина-загадка. Я не знаю, какой результат получится. Вся схема у нас черно-белая. Стандартный набор, конечно, тут отстойный, поэтому я его выкидаю и буду пользоваться своими инструментами. Но если посмотреть на саму схему, то можно догадаться, что должен получиться какой-то котик, вот такой вот, на каком-то интересном фоне. Но сложно пока что распознать, что это за кот, в какой цветовой гамме он будет, потому что цвета здесь, ну, такие достаточно яркие, и желтый, и розовый, и красный. Но прежде чем мы будем выкладывать, мне кажется, эту картину будет максимально интересно, мне нужно эту картину подготовить к выкладке. Что я имею в виду? Мне нужно будет разграничить те участки, которые я буду выкладывать. То есть я беру для этого декоративный скотч и вот таким вот незамысловатым образом отмеряю себе те участки, которые я буду выкладывать. Таким образом сначала делаю горизонтальные линии, потом вертикальные, и у меня получаются квадратики. Зачем это нужно делать? Во-первых, так я вижу свой объем работы, который я могу выполнить за один раз, например, там 2 квадратика, либо 3 квадратика. Во-вторых, нету вот этих вот каких-то пленок, которые мотыляются, вы там их не отрезали, не закончили, у вас какой-то вот этот неровный край. Вы всегда делаете один ровный квадрат, у вас такая работа аккуратная выглядит, даже когда она в процессе. Я помню первую свою картину я выкладывала без этого декоративного скотча, который у меня благополучно закончился, но у меня был второй рулон такого же цвета. Я помню свою первую картину, где я не пользовалась этой техникой и не разделяла картину на квадраты. И, честно говоря, было сложно выкладывать, потому что, во-первых, она еще была на подрамнике, и вот это вот такой хаотичный был процесс. Я выкладывала такими какими-то рядами, линиями, выбирала один цвет, и у меня постоянно была такая большая область, где была пленка отодвинута. Ну, результат получился нормальный, но это все равно было неудобно. Сейчас я пользуюсь вот таким вот лайфхаком. Это делать не обязательно, я делаю это исключительно для моего удобства. Мне так удобнее, мне так проще организовать свою работу. Вы же можете не пользоваться этим лайфхаком и делать как вам удобно. Также часто девочки пользуются такими челленджами, используют это как челленджи, ставят номера на эти квадратики. Я тоже делала в своем ТикТоке такую штуку, но, честно говоря, когда меня засыпали этими цифрами, я чувствовала какое-то такое обязательство перед моими зрителями, чтобы побыстрее сделать ту цифру, которую мне назвали. Мне так не понравилось, я люблю работать в своем темпе, темп у меня медленный, вот, поэтому такими больше челленджами я не хочу, по крайней мере, в ближайшее время заниматься. И сейчас я делаю это разграничение, разделение только в целях того, чтобы работа выглядела аккуратно и как-то систематизировать. Да, кстати, еще это немножко мобилизирует, так как минимум это выложить один квадратик, и ты знаешь уже свой объем работы.
Кстати говоря, картина это круглыми стразами. Сразу отвечу на все ваши вопросы. Заказывала я ее на каком-то китайском сайте, если я не ошибаюсь, это был Тему. Стоила она недорого, вы видите, размер очень маленький, цветов мало. Стразы круглые. Когда я пересыпала их в контейнеры, я посмотрела, что качество плюс-минус хорошее, то есть они одинакового размера, они не какие-то не кривые, не косые, брака там достаточно мало, и это хорошо на самом деле, потому что мне встречались картины, где просто стразы были совершенно разного размера. Также, кроме того, что я разделяю картину на такие вот квадраты, я еще декоративным скотчем вот так вот заклеиваю вот эти вот края, которые у нас липкие. Для чего это? Для того, что когда я буду снимать пленку, вот так вот отрезать эти квадратики, пленка уже не будет защищать а, нашу картину. А вот этот липкий слой, как правило, он выходит за края картины. И что мы будем иметь по итогу? В итоге мы же не за один вечер сядем и выложим эту картину, конечно, можно и так сделать, но, как правило, это занимает время. И на эту картину, на вот эти вот липкие края может налипнуть грязь, пыль, какой-то мусор. Вы скажете, да нет, у меня дома чисто. Нет, девочки, все равно и мальчики, все равно налипнет, что-то да налипнет. А, поэтому картина будет выглядеть неопрятно, неаккуратно. У вас эти края затрутся, они будут такие какие-то серые, потертые, и это будет просто выглядеть не айс. А вы мне скажете, что да, я же потом все равно вот так вот под край это все обрежу. В принципе, да, но мне, если честно, и неудобно, что оно там липнет, мне там может рука как-то прилипнет, либо еще что-то. Я, опять же, делаю, мне так удобно, мне так комфортно работать. Вы, если привыкли ничего не заклеивать, либо не видите это целесообразным, можете не заклеивать, я вас не заставляю. Но я привыкла так заклеивать. Кстати говоря, мне вот этого маленького рулона на маленькую картину хватило тютелька в тютельку, даже чуть-чуть, по-моему, не хватило. Вот так вот обклеить квадратами и по периметру картину. Эти декоративный скотч я брала в каком-то из супермаркетов, там было много рулонов, вот такой он тоненький, мне понравилось за то, что он тоненький. Толстый декоративный скотч просто не имеет смысла покупать. Зачем вам, чтобы он у вас заклеивал там пол картины, особенно если у вас такая картина миниатюрная? Да, если вы выкладываете вот эти вот крошечные картины, которые там совершенно маленькие, я не знаю, там 5 на 5 сантиметров, либо 10 на 10 сантиметров они у вас, естественно, нет смысла ничего заклеивать, потому что вы там за один, либо за два вечера это все завершите, и там, конечно, с этим проще. Когда картина побольше, то есть смысл заморочиться и вот так вот расклеить себе, разграничить эту картину. И вот когда я сидела и вот это и отграничивала эту картину, и появился декоративный скотч, я уже перестала четко видеть сам сюжет на самом деле. Но сейчас я вижу, что котик еще просматривается. Вот мне, когда я смотрела близко на эту картину, мне уже кот не был виден здесь. Вот, из-за этих квадратиков. Ну и вы тут видите, что мне не хватает маленького кусочка скотча просто. Просто совершенно чуть-чуть не хватило этого скотча. Но у меня был какой-то там маленький кусочек, остаток, и я все-таки доклеила. Перфекционизм у меня тут победил. Нужно, чтобы все было заклеено. И вот теперь моя картина полностью готова к тому, чтобы я начала с ней работать и выкладывать первый свой квадратик. Как я уже сказала, цветов здесь не очень много. Пленочку я аккуратно отрезаю. Отрезаю я по внутреннему краю,
Потом уже буду брать следующий квадратик, я уже этот скотч буду срезать, который разграничивает эти квадратики. То есть я не оставляю эти границы скотча там на потом, нет, я их сразу отрезаю. Так, пленку мы снимаем, так как я верю в свои силы, что я сразу выложу свой квадрат. Если вы не уверены, закончите ли вы этот квадратик сейчас, вы можете эту пленку либо просто не выбрасывать, либо не отрезать до конца, чтобы можно было накрыть ваш незаконченный участок картины. Это обязательно, потому что на липкий слой может опять же налипнуть пыль, мусор, и у вас потом алмазики уже не будут хорошо липнуть. И это просто беда, когда у вас каждый алмазик отваливается через каждые 2 секунды. У меня была такая картина, и я ее, честно говоря, так и не закончила. Возможно, если вы давно на меня подписаны, вы видели эту историю, где алмазы отпадают. Проводишь рукой по картине, и алмазы отваливаются. Там даже была проблема, во-первых, липкий слой был не очень липкий, во-вторых, там алмазы были разных размеров, прям конкретно разных размеров. Тут картина простенькая, хоть и круглые стразы. Мы видим, что первый цвет это у нас идет черный, это скорее всего будет такой вот на черном фоне какое-то изображение кота. И когда я начала выкладывать эту картину, я просто не могла понять, а что не так, что-то мне не так. Во-первых, очень быстро мне выкладывать круглые стразы. Немного предыстории. Круглые стразы я выкладывала один раз. Первая моя картина была Первая моя картина была круглыми стразами. И все. Следующие картины я попробовала квадратными, и потом, когда я сравнила квадратные и круглые, я поняла, зачем. Да, немного сложнее квадратными выкладывать, но зачем выкладывать круглыми, когда есть квадратные? Но тут мне понравилась эта идея с картиной-загадкой. Думаю, ну ладно, давно не выкладывала круглыми, будет прикольно. И я смотрю на эти просветы между стразами, прямо большие такие дырки между алмазиками, и мне прям не нравится. Да, финальный результат будет нормальный. Я тут не стала вам показывать весь процесс, чтобы не затягивать это видео. Как видите, уже наполовину готовая картина. М, картина. Я замахнулась. Квадратик. И пока что, честно говоря, мне вообще непонятно, что это за розовые красные цвета. Здесь просто все оттенки розового, фиолетового, да, вплоть до красного. Ну, какая-то вот что-то, какая-то часть чего-то просвечивается, но это уже еще не кот. То есть там лицо кота посередине было, а это какой-то тоже вот такой фон яркий. Пока что очень интересно, но ничего абсолютно не понятно, если честно. И вот даже здесь видно вот этот вот просвет между алмазиками. Меня это раздражает после квадратных страз. Качество алмазов здесь хорошее, и липкий слой хороший, и сами алмазы, они одинакового размера, они аккуратненькие, у них нет никаких сколов, дефектов, очень мало каких-то там с дефектами вот этих вот маленьких таких зернышек, бубушек, невылупленных алмазиков, не знаю. В целом, я этот квадратик выложила меньше, чем за час. Я просто помню, когда у меня была одна из моих последних работ, которую я полностью закончила. Потом я пыталась возвращаться к картине с вот этими неудачными стразами. Так вот, в одном квадрате было 50 цветов. Представьте, в одном квадрате 50 цветов. По-моему, у меня где-то на канале должно быть видео об этом. Так вот, 50 цветов! Вы просто представьте. И у меня тогда я сделала так, что мои алмазы в zip-пакетах, то есть не в контейнере, вот так вот, что я вижу цвета, а в zip-пакетах. И мне нужно было просто все эти zip-пакеты перебирать, чтобы найти этот нужный цвет.
И просто это была не выкладка алмазной мозаики, это был поиск цветов, потому что там один цвет — это два-три стразика было. Я сидела, просто искала, выложу 2-3 стразика, опять ищу новый цвет. Картинка, конечно, получилась офигенная. Там еще были смоляные стразы, смоляные квадратные. Она так сияла, она так блестела. Прикольнейшая картина, результат офигенный, просто обалденный результат. Но заморачивалась я с ним, конечно, очень долго, и один квадрат это просто полвечера был. Тут вот так вот 40 минут вообще на изи я закончила этот квадрат, и я понимаю, что картина маленькая, и если там, не знаю, 2 выходных посидеть, то можно эту картину закончить. Даже, можно сказать, где-то неинтересно. Напишите, пожалуйста, вы в комментариях, поделитесь, какие картины любите вы. Большие, маленькие. Любите ли вы квадратные стразы или круглые стразы? Какие у вас предпочтения? Знаю, что некоторые девчонки любят выкладывать именно вот такие вот маленькие, аккуратные картинки там на 1-2 дня. Может, наоборот, у вас есть предпочтение, что вы любите огромные картины. Знаю, что там девочки покупают триптихи по 3 картины, либо вот такие вот огромные полотна, которые там постером на полстены. Такое тоже видела. Честно говоря, я бы никогда не решилась выкладывать такую картину. Во-первых, это какая-то такая ответственность и проект очень большой. Во-вторых, может просто надоесть выкладывать одну и ту же картину, потому что там будут одни и те же сочетания цветов. Не знаю, как по мне, этот процесс достаточно был бы для меня скучный. Ну что, вот у нас вырисовывается какая-то картина, пока что непонятно ничего, если честно, потому что тут у нас и розовый, и черный, и красный, и даже голубой. Интересно, что будет дальше уже. Вот такой вот результат у нас получился. Пишите, интересно ли вам было смотреть мое видео, такую вот болталку, видео-болталка у нас получилась. Интересен ли вам такой формат? Интересно ли будет дальше смотреть такого формата видео и собирать со мной эту картину дальше, чтобы мы посмотрели, что там у нас в итоге получается. Пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. На моем канале очень много интересных и полезных видео про алмазную мозаику. И не только. Ставьте лайки, комментируйте. Жду вас у себя на канале. До скорых встреч. Пока-пока.